Всем привет, друзья-боксерчики! Сегодня у нас очень важная тема. Тема тренерских упражнений с учеником, который тренер должен делать индивидуально. Это работа на координацию, то есть правильная постановка рук, разбор вверх-вниз, все переходы. И постепенно через упражнения вживляется это, как говорят, в сердце, в мозг боксера. То есть уже такие более серьезные вещи, то есть которые подводят вас уже к стратегии боя. Поэтому смотрите, берите на вооружение, пробуйте. Вот теперь смотри, я начинаю работать корпус. Вот, отбиваешь все. Теперь я начинаю вскрывать тебя. Видишь, локотком я обработал, теперь я руку отодвину. И я уже на удар стою. То есть первый, второй. Второй момент – это то, когда я снизу цепляю из-под угла руку, которую ты не видишь. То есть если, например, я заведу, вот локтем я тебя черканул, вот эту руку ты уже не видишь. И я могу ее скрыть. Видишь, как она хорошо входит? Здесь я могу как вверх дублировать, так и низ. Но, скорее всего, я буду бить вниз, чтобы тебя согнуло на удар. После вот этого удара я сразу делаю переход. Вот этот вот. Следующее движение, вот как мне, например, руки твои разбить. Видишь, одной рукой я атакую сразу две руки. Только для того, чтобы ударить под рукой. Это тоже не видно. То есть я сталкиваю, и вот здесь ты уже не увидишь движение. Переход тоже начинаю рукой, когда цеплять, начинаю тебя отводить. Но действую уже этой рукой, чтобы с этой стороны тебе полностью перекрыть, выключить эту руку. И уже крутить тебя в эту сторону, под винтами. Отсюда, видишь, ты начинаешь крутиться. И опять завожу, и уже из-под руки действую. То есть так, как 100% не готов. Потихонечку держим. О. Вот это и есть вот простейшие такие набивания, когда начинаешь бойца отбивать. Видишь, чуть-чуть ты неправильно поведешь себя, буквально чуть-чуть. Тут же начинается уже игра. В основном игра идет в руки. То есть мне не нужна сейчас ни голова, ни корпус. То есть я разбиваю вот именно руки. Когда в руку бьешь, она по-любому начинает отходить. Вот смотри, вот я даже в острик начинаю сейчас идти. Раз и сразу вверх. Раз, и рука чуть-чуть только дернется, и здесь уже прилетает. Видишь, малейшее. Когда начинаешь разбивать руки, работаешь вот в этой части перчатки. Ни вверх, ни вниз. Вот эта часть, она рабочая. Именно сюда. Да, потому что смотри, вот я тебя сейчас ударю, ты сейчас будешь уже отбивать ее. Видишь? Видишь, она сразу как прилетает. Так же и вверх. Сюда бьешь, рука начинает отдавать. Видишь, она у тебя дает. И уже движение залетает быстро. Так же и здесь с переходом. То есть раз, два, видишь, она начинает отходить, ты раскрываешься. Опять прижимаешь и раскрываешься. В ладошку и сразу сверху. Корпус. Корпус, смотри, голова. И сразу закрутил. Сразу закрутил. Это вот прям сюда входит. Самая опасная вещь. Это когда начинают вот снизу наверх обрабатывать. То есть бойцы подсаживаются и начинают по локтям тебе все разносить. Очень трудно ударить вверх. Ну да. Вот в этом положении. Здесь. Да. Ты открываешься, да. Да, а бьющему, когда, при подъеме, очень легко вырастать. Разбиваешь и, видишь, стоит чуть-чуть тебе только повестись, чуть-чуть только ты дернешь руку, и у тебя низ уже открывается. Когда работаешь на скорости, у тебя уже, вот как со мной тренер делал. То есть он настолько меня приучал, что я уже включал 100% интуицию. То есть я раньше не понимал, что это такое, почему я улавливаю все вот это. А это, оказывается, просто из-за принципов набивания. Опять, видишь, я атакую не тело, я атакую руку, заставляя, чтобы чуть-чуть движение у тебя отходит, а тело ты уже не ударишь. Или не ударишь, точнее, сильно не ударишь. Поехали, по чуть-чуть. Сможешь по корпусу поработать? Во, хорошо. Вот, хорошо. Раз. Ответил.
Раз, ответил. Раз, ответил. Раз под руку. Раз. Раз под руку. Еще раз. 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 Сверху. 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 Вот заметь, делаю только одно движение. Разворачиваю только корпус. Я не защищаюсь. Хотя на самом деле я защищаюсь. Из-за того, что я понимаю, куда идет направление удара, видишь, а у тебя открывается возможность для удара. Видишь, вот ты бьешь. Вот ты бьешь. То же самое и с головой происходит. То есть, когда ты, например, ведешь руку, и ты просто поворачиваешь голову, вот оно движение, у тебя идет разворотная часть. Левой веди. Вот оно, видишь, я просто кручу. Я просто кручу. Я не защищаюсь. Я кручу. Раз. 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 Вот это вот мой тренер любил очень. Вот смотри, вот это моя голова. Попробуй сюда ударить быстро. Какой рукой? Ну, давай вот с этой начнем. Ой, хороший такой прям должен быть быстрый-быстрый удар. Еще разок. Еще разок. Еще разок. Корпус. Голова. 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 Корпус. Корпус. То есть я сосредотачиваюсь. Это, как говорят, контрудар, но это не контрудар с точки зрения моего восприятия. Я вижу картинку, которая открывается. И я жду этой картинки. Быстро ты ударить не сможешь, потому что дистанция большая. То есть быстро ты ударишь вот здесь. Ну да. Да, кратчайшее расстояние. Здесь за счет расстояния я вижу движение вперед, которое и начинаю опережать. Раз. Раз. Вот давай медленно тебе покажу. Веди в голову. Вот он поворот. Видишь, как все просто. То есть, если я знаю про свой удар, я просто поверну голову. Просто разверну ее. Раз. Прямо в голову, четко. Еще разок. Раз. 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 Видишь, на какой грани? Раз. А теперь смотри, как красиво. Согласен? Раз. 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 Это только один элемент. А их масса. Просто нереальное количество. Теперь смотри, опять ты сюда же бьешь. Смотри, упражнения эти для скорости и для координации. Здесь дистанция не ломается. Всегда она опасная. Вот оно движение. Вот и наносишь голову. И раз. Еще разок. Раз. Ты должен быстрее. Раз, раз. Раз, раз. Раз, раз. Вот очень важно быстро работать на обратном ходе. Да, раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Тут мгновенно взрывается все. И раз. 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 Раз, два, три, четыре. Пока до туда дойдет. У тебя весь ливер уже отбит, руки будут привязаны. Вот как вот эта вот стратегия начинает работать. Пока ты по воздуху машешь, предполагаешь, начинаешь бить, тело начинает сжиматься. Поэтому вот эти принципы отбивания, напряги пресс. Вот ребро одно, второе, одно, второе. Начинаешь чуть-чуть поддавать в сторону. Раз, раз, напрягай пресс. Раз, 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 раз. Теперь смотри, вот то каждый раз, когда ты делаешь так, попробуй сейчас поверху, вот пока я по низу делаю, руку прям, прям вытяни. То есть ты можешь ее, смотри, поднимать. Раз, видишь, она поднялась. И опять. Раз, видишь, раз, раз, раз. Прям в голову. Тут, Я понял. не смущайся, плечи есть. Раз. Трудно, да? Согласен? Да. Раз. В голову. Раз. В голову. Раз. В голову. Раз. Да, трудно, да? Да. А все почему? Не из-за того, что я плечо поднимаю. Это, кажется. На самом деле я просто ставлю тело под углом. Видишь как? Ну да, оно... Да, то есть я плечо не поднимаю. Оно и так не ударишь, чуть-чуть сломается. И Да. таким не ударишь. Поэтому просто ты, когда поднимаешь, вот просто ты тело меняешь, это как такой, уклон, недоуклон. Но он помогает тебе смотреть, какую функцию выполнять. Раз, видишь, я уже заряжаю руку. Пока она будет в проносе, я уже с другой стороны действую. И вот такой вот, переход, он вроде простой.
Но его надо как бы готовить. В голову, в голову, в голову. Раз из-под руки. То есть человек все равно, он, ну, как это правильно сказать, рано или поздно ошибется. Есть еще вот тоже, ну, это в начале тренировок делается. То есть когда разгоняется вот сама вот эта вот самая первая скорость. Самая первая скорость, которая у тебя на внимании зрительного нерва. То есть смотри, попробуй коснуться груди. Хорошо. Вот, две руки у тебя. Одной или другой. О, теперь попробуй это быстро сделать. Так, чтобы я не сбил руку. О, любое касание как касание. Раз, 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 раз. Теперь сокращаем дистанцию. Видишь, ты интуитивно оттягиваешься, чтобы придать удару более такое ускорение. Но секрет удара не вот в этом разгоне, а в самом коротком импульсе. Поехали. Раз. Раз. Видишь, я начинаю даже подходить, то есть помогать тебе. Раз. 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 Раз, раз, раз. Трудно, да? Теперь давай поменяемся. Принцип понял. То есть твоя задача защитить грудь. Теперь руки держишь вот здесь. Еще раз говорю, это координация, внимание, еще раз, твое зрение. То есть первый, как правило, разрешается, не то что разрешается, а настаивается. То есть на пропуске. То есть сначала ты смотришь, проходит, 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 готов? Раз, или с одной стороны. Раз. Трудно будет, я знаю. Раз. Раз. Трудно. И раз, 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 раз. Видишь, интуитивно руки сжимаются. Вот в этом весь фокус, чтобы наоборот усилием воли раздвинуть это. И внимательно посмотреть на предпосылки удара. Где что дергается. Если дернется плечо, видишь, у тебя пойдет так. Если я только дерну, поведу головой, чуть-чуть только поведу головой, значит, пойдет правый. Правильно? Вот он. Раз. Есть еще один особый момент, который боксер включает только на скорости. На особой скорости. И... Да-да. Раз. Раз. Тут я тебе говорю, вот в этих упражнениях очень много скрыто то, чего боксеры почему-то в последнее время не делают. Это реакция движения. Сама вот эта манера движения. Давай я одну руку опущу, чтобы у тебя был, как бы больше шансов. Коснись груди. Вот еще с другой стороны. О, поехали. О, пробуй попасть. Трудно, я знаю. Видишь, вот игровые, да, вот такие вот упражнения, но на самом деле они концентрируют тебя с точки зрения вот этого правильного движения. Первое, что ты делаешь, ты начинаешь опускать корпус, начинаешь выцеливаться. То есть это уже и видно. Потом ты начинаешь делать движение. Кстати, у тебя хорошее движение. То есть ты опускаешь руку. Ты не ведешь ее вперед телом, а просто опускаешь руку. И потом уже отсюда догоняешь телом. Видишь, получается, чуть-чуть подними руку, чуть-чуть. Движение опять. Вот оно. И вот и не увидишь. Если даже увидишь, ты начнешь скручиваться. Пробуй отбить. Опять рука вниз. И отсюда будет удар. Еще разок. Нормально, нормально. У меня так же было с тренером. И, видишь, останавливаться. Вот это тоже. Мой тренер вот на эти все вещи, он прямо останавливал и говорил, вот посмотри, зачем ты руку здесь оставил? Ты возвращай ее. Раз. А останавливаешь, ты, это все, как бы связано с мозгом. То есть, когда опасность вроде миновала, а рука здесь осталась. Не понимаешь, почему она здесь. Ее надо возвращать. И поэтому, то есть, вот эта игра, она превращалась в вот такую игру. Раз, раз. Ага. Да, или раз. Ага. Видишь, вот угроза есть, да. И ты начинаешь уже искать. Вот чем хороши тренерские упражнения? Тем, то, что они, во-первых, нету вот этой вот агрессии, мордобоя, и есть чистая вот эта логическая
постановка движения. Как оно будет в бою, никто не знает. Но у тебя есть определенный наработанный навык. Навык скорости или навык силы, который тебя уже предполагает к первому твоему вот этому стратегическому моменту. Что ты будешь делать, если окажешься, например, там дальняя, средняя, там ближняя дистанция. Сейчас мы подошли к самому такому, наверное, любимому упражнению. Это когда делают боксеры, то есть называется смена траектории удара во время движения. То есть это самый сложный, наверное, мастерский элемент, который, в моем случае мне тренер выставлял это уже когда, то есть я понимал траекторию удара, то есть куда идет моя рука. И в момент, то есть я менял руку во время полета. То есть я выпускаю ее в голову, смотрю, прикрою, вот, и ты видишь, видишь, ты прикрываешь. И я в последний момент начинаю руку опускать. Но делаю это, смотри как, вот опять в голову. Начинаю, и видишь, сразу на ноги я падаю вот сюда. То есть во время, то есть если ты не сделаешь так, он и так и пойдет в голову. То есть раз, и вот где-то вот на этом пути ты уже меняешь. Менять траектории можно под разными углами. Причем, у любителей не все срабатывает. То есть некоторые удары там, грубо говоря, если вот, например, вот ты наносишь удар, да, и я выхожу вот таким образом, разворачиваю руку. То есть это нетипично, но по-другому она не зайдет. Поэтому вот этот боксерский нюанс, когда ты знаешь, ты и подгибаешь, то есть руку. Есть варианты, например, вот очень такие вот, как бы вообще они нереальные. Смена траектории, то есть вообще нереальный удар. То есть ты начинаешь работать вот этой рукой. Правой. Да, правой рукой. Не, я буду. Вот смотри. И ты выводишь ее сюда. Смотри, какой обвод делаешь. И выводишь ее сюда. И он попадет по-любому. То есть ты под эту траекторию и как бы, выискиваешь. То есть идет сюда, он готовит, руку выносит, и рука заходит. То есть в любителях это вообще не прокатит. У профессионалов это только так. Потом вот эти вот удары, которые, с подъемом руки. Вот смотри, видишь? Вот я не бью вот так тебе, а я бью как бы на себя, чтобы руку немного откинуть. То есть получается вот так. Следующее движение, я просто иду на тебя уже с ударом. Поэтому, когда откидываешь руку, уже сюда. Но очень интересный момент, вот тоже тренерский. Попробуй сейчас вверх и низ защитить. Вверх, низ. Вверх. Видишь, локоть сильно отходит. Не успеешь сюда. Вот смотри, низ. Защищай. Еще разок. О, теперь смотри, вверх. Вверх, низ. Низ, вверх. Еще разок. Низ, вверх. Вверх, вверх, низ. Низ, вверх. Он заходит, просто сейчас нет смысла доворачивать. Вот, но сам факт, что ты никогда его не просчитаешь. Например, низ вверх. И видишь, опять смена траектории. Веду сюда, меняю. И сразу переход. Сразу, мгновенный. То есть вот здесь еще тоже есть один такой момент, когда парни, вот они раз, руку оттягивают, два, вверх, низ, один этаж, второй этаж. Мой тренер учил меня так, смотри. Вот сюда ударил, не возвращай руку. То есть ты все равно на ударе. У тебя есть другие части тела, которые рулят силой удара. Сюда довел, сюда, 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 сюда. Хоть и толчок, но чувствуешь, да? Раз. То есть, Уже надо очень хорошо работать с корпусом. Да. И вот когда не знаешь этой штуки, влипаешь всегда. Когда вот уже, тебя тренер прогнал, то есть у тебя все, у тебя каждая вещь. То есть ты тут защищаешь, предполагаешь, что тут открывается, и ты локоть вывел, не успеешь. И ты начинаешь уже по-другому защищаться. Голова, корпус, голова, корпус. То есть ты уже руку не отводишь. И вводишь уже телом. Раз. Телом. Вверх чуть-чуть его. Так, смотри. Если, удар-то тяжелый, поэтому ты должен еще, немного смягчать его, не удержишь. Очень тяжело будет. Видишь, тут даже касание. Да, и пока у тебя вот эта вот часть, я просто покажу. Когда вот так вот уже заворачивается, у тебя вот часть верхняя ушла, а нижняя осталась. То есть я здесь тебя толкну, а здесь ударю. Вот в этом и есть прелесть. Поэтому, когда ты начинаешь телом разводить,
без ног тело не оставляешь, потому что момент упора в ногах. Нет упора, не сможешь ударить. И раз, два, тело. Раз, во, хорошо. Два. Вот так уже не вскроешь. Видишь, все. Видишь, какой вот момент сладкий? И тут уже что вверх, что вниз. Ты не знаешь, куда я ударю, но у тебя уже защищено. Видишь, вот оно как. И вот так оно и работает. То есть основные защитные, мощные движения все равно в теле. Когда предполагаешь удары, ты тело разводишь. Совсем по-другому. Вот смотри, Эдуард, как тебе вообще сама данная постановка предмета помогает, как говорят, развести вот эти вот правильные потоки движения тела? Как ты вообще сам ощущаешь их? Для меня такие движения и такие данные постановки предмета новые. То есть для меня все новое, но всегда интересное. То, что я знаю, мы это шлифуем годами. А здесь я получил определенный новый опыт, и теперь есть над чем работать, и действительно интересно. Интересно. Это здорово, потому что миром правит интерес, и каждая новая вещь должна быть интересной. Парни, вам добра, любви, удачи. Занимайтесь боксом, будьте сильными. Yeah.